Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости острова Кипр. А точнее, будем говорить о части провинции Фомагуста. Ну, кто знает, я думаю, что люди, которые меня смотрят, знают, что часть провинции Фомагуста находится на подконтрольной территории, где проживают турки, киприоты. Сегодня мы говорим о той части, в которой проживают греки-киприоты. А то мне тут уже писали кто-то, что это нельзя там рассказывать, что происходит на турецкой части. Я и не рассказываю про турецкую часть, друзья. Слушайте внимательно. Итак, друзья, конечно же, с цифрами проговорим с вами, что произошло с провинцией, или точнее с недвижимостью, которая входит в данную провинцию, как на протяжении одного месяца, то есть будем говорить о колебательных процессах длиной в один месяц, так и в конце видео подведем итоги, и период исследования будет длиною в один год. То есть я вам с цифрами покажу, что произошло с недвижимостью провинции Фомагуста. Я также вам в конце видео подготовил, как и обещал, основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр, южной его части. И подготовил также информацию об аренде, то есть поговорим о пассивном доходе. В общем, в конце видео досмотрите, мы все вот эти, так сказать, составляющие, которые характеризуют, или факторы, это правильно так называть, характеризуют развитие рынка недвижимости, проговорим. И, конечно же, сделаем, наверное, краткосрочные прогнозы о том, что будет происходить с недвижимостью до конца первого полугодия 2026 года в провинции Фомагуста. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Разберемся вместе с вами, что происходило с жилой недвижимостью провинции Фомагуста. Итак, друзья, о административном территориальном делении острова Кипр. Традиционный слайд. Меня смотрят люди, которые первый раз. Остров Кипр делится на две части. На северную, где проживают турки, киприоты, видим, да, это меньшая часть, 36%. И южную часть, где проживают греки, киприоты. Сегодня мы говорим о провинции Фомагуста, а точнее о вот этом кусочке. Видите, вот здесь отмечено, но это идет линия разграничения, демаркационная, по-моему, она еще называется. Если не прав, напишите. Так вот, мы только о вот этой незначительной части провинции Фомагуста. Всего, как мы видим, остров Кипр и 6 имеет провинций. Переходим к следующему, друзья, слайду. И здесь я буду вам показывать цифры, что произошло с недвижимостью. Недвижимостью провинция Фомагуста, куда входят, видите, я отметил красными точками населенные пункты, которые, в общем-то, вот так сказать, именно вошли в эту оставшуюся часть, небольшую часть провинции Фомагуста. Период исследования у нас будет месяц, март, будем с апрелем сравнивать. И так, друзья, ну давайте просто покажу вам на примере. Меня смотрят русскоязычные, то есть русскоязычный канал, естественно, смотрит русскоязычная, так сказать, аудитория. Итак, самые такие туристически известные локации Айанапа, да, вот видим. И что, друзья, стоимость квадратного метра в данной локации или в данном городе, муниципалитете, одна из самых высоких, ну не случайно, почему? Потому что все-таки это известный курорт туристический. 3702 евро за квадратный метр. Друзья, единственное, что здесь выборка у меня и старое, и новое жилье. То есть, так как рынок небольшой, поэтому я, чтобы перестраховаться, выборку сделал побольше, включив туда и старое жилье.
Итак, мы видим, что в Айанапе снижение стоимости квадратного метра за один месяц минус 0,13%. Ну и давайте посмотрим еще вот про Тарас, да, тоже достаточно знаменитый курорт, муниципалитет. Здесь самая дорогая недвижимость, видим, 5326 евро за квадратный метр. Что, сравнивая март с апрелем 2026 года, мы увидели снижение вообще незначительное, минус 0,09%. Ну и подводя итоги, все остальные локации, друзья, вы можете, города, муниципалитеты, населенные пункты, можете сами прочитать, если такая необходимость у вас есть. И подводя итоги, вот здесь среднее арифметическое число в целом по провинции Фомагуста составила 2740 евро за квадратный метр. Как считается среднее арифметическое число, друзья, надеюсь, вы знаете. Итак, мы видим, что за месяц в целом по провинции Фомагуста стоимость квадратного метра снизилась жилой недвижимости на 0,18%. Переходим к следующему, друзья, слайду. Это интересный слайд длиною в 1 год исследования в целом по провинции Фомагуста. Та, которая находится на южной части острова Кипр. Итак, период сравнения август-апрель 2025 года. Видим 2694 евро стоимость квадратного метра. На табличке вы внизу можете это увидеть, подытоживающие данные, чтобы просто понимали, как пользоваться данными. И спустя 12 месяцев мы видим, что стоимость квадратного метра в целом по провинции Фомагуста достигла 2740 евро, что показало нам в годовом измерении незначительную динамику роста, плюс 1,71%. Друзья, напомню вам, что в прошлом году, в 2025 году, я публикую раз в квартал, сейчас раз в месяц уже публикую данные. Так вот, весь 2025 год стоимость квадратного метра в провинции Фомагуста росла, и росла достаточно так убедительно. Ну, на уровне, по крайней мере, 4-5% мы видели. Давайте на этой карте, или точнее графике, рисунки мы увидим. Стоимость квадратного метра росла до декабря 2025 года, и с января, видим, друзья, что-то произошло. Да, мы видим, что стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться. Это пока лишь только колебательные процессы. Мы не можем говорить, что это тенденция, но что-то мне подсказывает, что данная динамика будет снижение продолжаться. Почему я так думаю? Я покажу вам макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики острова Кипр, и я надеюсь, вам станет все понятно. Итак, вы можете посмотреть отдельно по локациям, что произошло в течение года с недвижимостью. Итак, друзья, подводя итоги, 1,71% это рост в годовом измерении недвижимости в провинции Фомагуста, вот по всем данным локациям, которые вы видите в Excel табличке. Давайте перейдем сейчас, друзья, к аренде. Это очень интересный слайд. Здесь о пассивном доходе можно говорить. Мы посмотрим также это все жилье, которое сдается в эксплуатацию. Единственное, что здесь нет домовладений, то есть это многоэтажные, многоквартирные, так сказать, апартаменты или дома, где многоквартирные находятся, многоквартирные дома, вот так правильно, да. Итак, друзья, что мы здесь видим? Мы видим, что, ну давайте традиционно, Айанапа показала нам рост, самый большой рост стоимости в аренде, а сюда попали 1, 2, 3 и 4-спальные квартиры, то есть это совместная выборка, да, вот это среднее арифметическое число. И видим, что за год подорожала аренда на 12%. То есть это, друзья, ну реально очень много. То есть почему много, я вам потом покажу. Опять же, макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики. То есть это супер много.
Дальше, друзья, ну везде по-разному. Давайте про террасы традиционно, да. Здесь на 10,56% подорожала аренда. То есть, рассказывая о русскоязычной аудитории, а у них популярны именно и Анапа, и Протарас, мы видим, что это и самые в аренде дорогие, так сказать, муниципалитеты или города-курорты. В целом, друзья, если мы посмотрим внизу подытоживающие данные, мы видим, что аренда, среднее арифметическое число за год подорожала на 5,86%. Ну, друзья, это как бы очень много, это очень много. Мы говорим о долгосрочной аренде. Ну а теперь давайте подойдем уже к макроэкономическим показателям, которые были опубликованы службой статистики Кипра и, кстати, дублируют Евростат, тоже эти данные, которые вы можете в открытом доступе найти, 15 мая были опубликованы. Ну, начнем с того, что внутренний валовый продукт. Хочу обратить ваше внимание, ну кто не знает, что такое внутренний валовый продукт, это некий индикатор, который характеризует развитие экономики. Это произведенные товары и услуги. В данном целой экономикой южной части острова Кипр. И будем говорить в процентах, сравнивая первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года. Так вот, видим, что ВВП за период сравнения 12 месяцев и вырос до 3, да, ну вырос или снизился, скорее всего. Если вы посмотрите вот на эти цифры, то есть мы сравниваем 2026 год, первый квартал, с первым кварталом 2025 года и увидели, что ВВП составил 3%. Если бы вы посмотрите, сравнивая первый квартал 2000, вот это у нас 25 год, и посмотрели бы с 2024 годом, то в тот период рост был 3,6%. То есть это самый низкий ВВП, который был сгенерирован экономикой острова Кипр за год, по крайней мере. Это официальная статистика, вы это видите. Итак, смотрим, кто был основными, какие отрасли были основными драйверами, так сказать, да, экономики острова Кипр. Но это традиционно, друзья, торговля, это оптовая торговля и, нет, ритейл, это не оптовая торговля, а розничная торговля и ремонт автомобилей. Это информационные технологии и коммуникации и традиционно финансовые услуги и страхование. То есть вот 4 такие драйвера, да, но вот здесь не увидите не рынок недвижимости, хотя компании-застройщики активно строят и, наверное, что-то продают, я так предполагаю. Но в данном случае мы видим 4 таких отрасли, которые, собственно говоря, и сформировали львиную долю вот этих 3%. Итак, друзья, дальше разобрались, что происходит с экономикой, точнее с поступлениями или сгенерировало сколько, так сказать, много или мало по сравнению с, опять же, в течение года просмотрели с предыдущим периодом. И теперь давайте второй параметр, который очень важен нам для того, чтобы понимать, это инфляция. Инфляция, вот здесь вы видите, 2,8%. Напомню, давайте также, что такое инфляция и как она, так сказать, запускается. Да? Есть закон стоимости. И этот закон стоимости гласит о том, что любая экономика любой страны работает сбалансированно, когда выпущенные товары и услуги, помните, мы говорили о товарах и услугах, это ВВП 3%, да, вот когда выпущенных товаров и услуг меньше, чем напечатанных денег, то что, друзья, за вот эти обесцененные деньги, в данном случае мы говорим о евро, да, можно купить все меньше товаров и услуг. Понятно, вы видите, ну вот я на Кипре живу, то есть я вижу
что процентов, наверное, на 15 подорожали, ну, все подорожало, начиная от бензина и там заканчивая продуктами питания, которые банально можно купить там в любом супермаркете. Итак, инфляция появляется тогда, когда еще раз повторюсь, за обесцененные деньги, то есть вот этого баланса нет, то есть количество денег стало больше, чем выпущено товаров и услуг. И за обесцененные деньги, естественно, все меньше можно купить этих самых товаров и услуг. То есть рост ВВП 3%, а инфляция 2,8%. В принципе, сбалансированно работает экономика, то есть мы видим, что в принципе плюс еще небольшой есть запаса, да, потому что внутренний валовый продукт чуть больше, чем инфляция. То есть это нормальная история. Дальше, третий показатель. Это показатель стоимости, учетная ставка, точнее, так она называется. Что такое учетная ставка? Это когда, видите, Центральный банк Кипра устанавливает стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть данная учетная ставка составила 2,15%. То есть под такие деньги банк центральный кредитует коммерческие банки, а коммерческие банки уже под более высокую ставку, там, по-моему, до 6 больше я не видел, уже кредитуют физлиц и юрлиц. То есть вот понятно, какая маржа, на чем зарабатывают банки. И еще, друзья, здесь вот интересно я заметил, вот эта уже синенькая табличка, это Евростат дает информацию. И здесь вроде бы как оно все понятно, видим мы. Так, основные операции рефинансирования, вот эта учетная ставка 2,15, да, понятно, депозиты это 2%, они меньше традиционно. И уровень инфляции в апреле месяце, внимание, здесь 3%, да, здесь мы видим по службе статистики Кипра 2,8, а Евростат, так сказать, округлил в сторону 3. Не знаю, может это ошибка, может быть еще что-то, но вот интересный такой казус, да, прямо здесь по апрелю месяцу и здесь по апрелю месяцу и расходятся данные, хотя первоисточником является верхняя вот эта табличка. Итак, друзья, смотрите, мы говорили о недвижимости и о том, что недвижимость, давайте вернемся. Так, давайте вернемся к аренде. Приносит пассивный доход, и данный пассивный доход, ну, в данном случае мы измеряем в процентном соотношении, да, и мы видим, что 5,86%, ну, это понятно, что не чисто операционный доход. Здесь надо вычесть налоги будет, здесь надо будет вычесть амортизацию и так далее. То есть получится в любом случае меньше, но я думаю, что процента 4 в годовом измерении мы увидим такой пассивный доход. То есть это ну, достаточно много, если мы посмотрим вот сюда на стоимость денег, где 2,15% это стоимость денег на внутреннем рынке заимствований, и эту учетную ставку устанавливает Центральный банк Кипра, то здесь видим, что 4 почти процента, ну, если уберем затратную часть, да, это такой пассивный доход с вложенных денег в приобретение квартиры, и в дальнейшем квартира сдается в аренду, то есть это в простонародье называется пассивный доход, вы будете получать 4% годовых. То есть это вполне себе такое неплохое занятие с точки зрения как бы математики и цифр, которые я вам показываю. А вот, друзья, если мы посмотрим здесь рост стоимости квадратного метра 1,71%, то вот здесь уже это тревожный сигнал. И этот тревожный сигнал нам говорит о том, что при, смотрите, уже инфляции 2,8%, то есть недвижимость должна была подорожать как минимум на эти же 2,8%, а лучше всего на 3 или на 4%. А она подорожала на 1,7%. То есть, по сути, она даже обесценилась немного за год. Поэтому, друзья, это тревожный звонок. Следующее, что будет происходить с большой вероятностью на рынке жилой недвижимости, мы будем видеть, как будет снижаться
стоимость аренды. Почему? Потому что она пика своего достигла, я уверен в этом. Ну, в 2 раза выше учетной ставки, это понятно, что, скорее всего, уже пик. Так вот, будет снижаться аренда и будет продолжать снижаться стоимость квадратного метра. И это связано с тем, что, друзья, еще раз покажу на внутренний валовый продукт, который, в общем-то, показал в течение года не рост, а наоборот снижение до 3%. Так что вот такая вот взаимосвязь между, мы знаем, что рынок недвижимости является сегментом экономики. И, естественно, как ведет себя экономика, вот эти основные макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики, мы с большой уверенностью можем говорить, что рынок недвижимости будет себя вести таким же образом, что, собственно говоря, и подтверждают данные, которые я вам показал. Аренда остается высокой, 5,86% это за год, без, так сказать, это не чистый операционный доход, а просто доход. Затратную часть, если уберем, это будет порядка 4%. А вот стоимость квадратного метра выросла всего лишь или стоимость недвижимости в целом выросла всего лишь на 1,71% при инфляции, напомню вам, 2,8%. Итак, друзья, закрываю показ слайдов и о прогнозах. Я предполагаю, ну тут осталось уже совсем немного, записывал в мае данное видео. Май, июнь, 2 месяца, и первое полугодие, в общем-то, будет закончено. Да? Я покажу вам данные, я предполагаю, что порядка, наверное, там полпроцента это много, ну, скорее всего, будет 0,5% за 2 месяца, вот так, скорее всего, такая динамика снижения, то есть мы будем видеть дальнейшую динамику снижения стоимости квадратного метра. Объективные причины я вам назвал. И вот если данная ситуация произойдет, мы будем видеть уже 6 месяцев снижения стоимости квадратного метра, а это уже начало тенденции. Напомню вам, тенденция – это долгосрочные процессы длиной в 1 год. И, как правило, ну, я занимаюсь наукой и напомню вам, что наука изучает и анализирует повторяющиеся во времени явления. Потом, значит, находятся закономерности и строятся гипотезы. Вот я вам просто свою логику рассказываю, которую применяю в исследованиях и в прогнозах. Так вот, если свыше 6 месяцев мы будем видеть динамику снижения стоимости квадратного метра, то, скорее всего, произойдет, это уже тенденция, то есть до конца года мы также будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Время, друзья, пройдет быстро. В принципе, пока, так сказать, это не на Украине, на Кипре, видите, сбалансированная экономика работает. И если есть незначительное, то снижение, незначительная стоимости квадратного метра, аренда продолжает расти. По поводу аренды, сезон вроде бы начинается, да, но судя вот по, людей много на набережной, но судя вот по гостиницам, где открытые пространства и на лежаках загорают туристы, то там как-то очень подозрительно, вот честно. Я хожу и наблюдаю, то есть людей, именно туристов таких, которые традиционно здесь, прямо их очень много, как-то не совсем много. Ну, может быть, это, так сказать, мое субъективное мнение, не знаю. В общем, ну напишите, кто может лучше знает, больше туристов стало на Кипре или же меньше. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Кипра, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.